В 29 лет ему подарили страну и атомную бомбу. Жители называют его гением среди гениев, а за шутку про него грозит расстрел. Править ему помогают мертвые дед и отец, а его личное состояние измеряется миллиардами долларов. Ким Чен Ын – самый известный и самый загадочный диктатор в мире. Меня зовут Артур Матвеев, я главный редактор канала Павла Гительмана. И пока Паша летает из страны в страну и пристает к людям, мы решили дать вам больше годного контента. Это новый проект, в котором мы изучаем жизнь великих людей. Миллиардеры, визионеры, рок-звезды, диктаторы, изобретатели. Истории жизней, которые удивляют и вдохновляют. Для большинства людей в мире этот парень мрачный пухляж в темном френче, такой доктор зло из фильма «Остин Пауэрс 2». Но для своих он выглядит иначе. Вот газета «Пхеньянский вестник», который я привез из Северной Кореи 5 лет тому назад. И здесь Ким Чен Ын выглядит сосредоточенным деревенским колобком, упитанный рубаха парень, которого любят все на свете. Его жизнь – самая настоящая история успеха. Мало кто в наше время получает в собственность целую страну, в которой 25 миллионов человек восхищенно смотрят тебе в рот и следят за каждым движением. Как Киму это удалось? Попробуем разобраться. А в конце выпуска я покажу вам нечто совершенно ужасное и не для слабонервных. Итак, эта история начинается как настоящая сказка. Жил-был царь, и было у царя 3 сына. Звали царя Ким Чен Ир, а царство называлось Северной Кореей. Корея раньше была единым государством, без деления на север и юг. Во время Второй мировой войны страна была оккупирована Японией, а после войны в 1948 году была разделена тогдашними владыками мира, Советским Союзом и США на 2 лагеря почти пополам, а точнее по 38-й параллели. На севере создали Корейскую Народную Демократическую Республику, КНДР, где должны были построить государство по коммунистическому образцу, а на юге создали Республику Корея, теперь это Южная Корея, где провозгласили капитализм. Таким образом, именно по Корее проходила граница между двумя противоборствующими военными блоками – коммунистическим и капиталистическим. На Западе такая же граница проходила через Германию, которая была разделена на ГДР, бывшую в подчинении Советского Союза, и ФРГ, контролируемую западными державами. Так вот, вернемся в Корею. В 1948 году ее возглавил капитан Красной армии Ким Ир Сен. Руководить страной его назначил лично товарищ Сталин. В это время север Кореи контролировали советские войска, и Сталину нужен был свой человек у власти. А так как с 1940 года на территории Хабаровского края жило довольно много корейских партизан, которые бежали от японских оккупационных войск, то выбор Сталина пал именно туда. И по легенде Ким Ир Сен, сперва не очень хотел управлять страной, мол, муторно, ничего не понятно, политика неинтересна. Но парень быстро вошел во вкус, понял, где власть, деньги и другие ништяки. Очень быстро из Ким Ир Сена слепили образ мудрого, доброго, веселого для друзей и сурового для врагов патриарха нации. Что-то среднее между Дедом Морозом и дедушкой Лениным. Те, кто знают или помнят истории про дедушку Ленина, который и бревна на субботнике носил, и ходоков из народа принимал, и детей любил, могут представить, что такого же вождя, практически бога, создали из Ким Ир Сена. А он был и не против. Правил Ким Ир Сен 46 лет и умер в 1994 году, пережив не только товарища Сталина, но и весь Советский Союз. Даже летоисчисления в Корее сегодня ведут не от Рождества Христова, а от Рождества Ким Ир Сенова. Вот в этой же газете мы можем видеть, что 2018 год – это 107 год. И, соответственно, сейчас не 2023, а 112 год. В общем, Ким Ир Сен к успеху пришел.
Считается, что в КНДР коммунистическая идеология, но нет. Здесь сразу занялись импортозамещением. Корейцы не захотели строить советский коммунизм, как в СССР, или маоизм, идеологию Мао Цзэдуна, как в Китае. Они решили пойти своим путем. Чучхе, так называется особый путь, и переводится это слово как опора на свои силы. Официально это программа партии с верой в рационализм и человека. На деле же идеологический цемент для укрепления власти клана Кимов, что вполне нормально для авторитарных режимов. Чем крепче идея, тем надежнее стоит трон. Ну то есть внешне, конечно, в КНДР размахивают красными флагами, а на деле там строят свой непотопляемый корабль с вождями и парадами. В общем, Ким Ир Сен умер, но остался президентом, а в мире живых ему на смену пришел Ким Чен Ир. Маленький, глазастый, носивший ботинки на высоком каблуке и огромные очки. Он немного напоминал Гремлина из старого фильма. Его правление в начале 90-х годов совпало с крушением СССР и проблемами в Китае. Ну то есть главным спонсором КНДР стало не до страны. И там начался голод. Никто не знает, сколько человек погибло. Называют максимальную цифру в 3,5 миллиона погибших. И если ей верить, то в стране от голода умер каждый 7-й житель. Ну, в самой Северной Корее называют эту катастрофу маршем лишений. То есть власти не говорят, мол, наша система устройства страны была какая-то рукожопая. Нет, это все западные враги виноваты. Это все они решили нас развалить, но корейский народ не сдался, прошел через голод, холод, неурядицы и выдержал. То есть в КНДР катастрофу превратили в челлендж. Марш лишений — это вот такой хороший пример подмены понятий в пропаганде. Но стране помогли справиться с голодом. Причем продукты привезли с Запада, в том числе и из США. Взамен же Ким Чен Ир немного ослабил хватку, приоткрыл границы, разрешил кое-какой частный бизнес, и все начали говорить о том, что режим Чучхе уже не тот и падет со дня на день. Но как только в 1998 году проблема голода была преодолена, корейские власти начали закручивать гаечки обратно. Ким Чен Ир правил меньше своего папы, 17 лет, и умер от сердечного приступа в 2011 году. После смерти он тоже получил должность и стал вечным главой ТПК, Трудовой партии Кореи. Мертвые дед и отец помогают живому Ким Чен Ыну верно идти по пути Чучхе. Такой вот северокорейский политический зомби-хоррор. Что это? Циничная государственная мифология или же реальная вера в бессмертие своих вождей? Хрен его знает, честно говоря. Однако еще до смерти Ким Чен Ира с начала нулевых годов всех волновало, кто же будет преемником. Эта ситуация кажется знакомой. Но вернемся в сказку, где было у царя 3 сына. У Ким Чен Ына было 2 брата – Ким Чен Нам и Ким Чен Чхоль. И их истории – это совершенно разные модели поведения и выживания в тоталитарном обществе или в супервластной семье. Настоящая игра престолов. Старшего Ким Чен Нама называли толстым медведем. Ну, гляньте, какой пупсик. И сперва именно он рассматривался на роль преемника. Но в 2001 году он пытается въехать в Японию по китайскому паспорту. Ким Чен Нам якобы хотел посетить Диснейленд. Это происшествие попадает в газеты и случается скандал. Старшего брата лишают всех должностей и высылают за границу. Ким Чен Нам живет за рубежом, в основном в Макао, где можно было тусоваться по казино и вести разгульный образ жизни. Возможно, история с высылкой старшего брата не комичный случай, а хитрый план. Так некоторые журналисты считали, что Ким Чен Нам хранил черную кассу семьи Ким за границей. Но кайфушное времяпрепровождение Ким Чен Нама закончилось в 2010 году после назначения Ким Чен Ына официальным наследником больного уже Ким Чен Ира. В именах довольно просто запутаться. Так вот, Ким Чен Нам обиделся и не смог сдержать язык за зубами. Он публично раскритиковал Ким Чен Ына, якобы за отсутствие лидерских качеств. Ну, раскритиковал и ладно бы, но не в Северной Корее. Прошло несколько лет, и Ким Чен Нам внезапно умер в аэропорту Куала-Лумпура. Его отравили, причем сделали это по-восточному изящно. В нападении участвовали 2 женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая закрыла ему вот так глаза рукой, но на руку было нанесено отравляющее вещество. Таким образом, у Ким Чен Ына остался один брат, Ким Чен Чхоль. В 2003 году его тоже рассматривали как преемника, но тот показал себя мягким и, в общем, неспособным для роли сурового отца Отечества. Ким Чен Чхоль не стал упираться и сказал, да не особо и хотелось. И его не убили, а отпустили на свободу.
С тех пор его частенько видели в Европе. Так в 2015 году он был на концерте Эрика Клэптона в футболке, в кожаной куртке, в окружении охраны, выглядел как обычный бизнесмен. Журналисты набросились на него, но тот не сказал ни слова журналистам, прошел молча в зал, где сидел в вип-ложе и пел наизусть все песни Эрика Клэптона. Говорят, что он живет в Пхеньяне и увлекается игрой на гитаре. В общем, парень вышел из «Игры престолов» и просто живет в кайф. И вот мы добрались до младшего сына и нашего главного героя Ким Чен Ын. Его история напоминает реальный мифический сюжет. Жил-был и учился в далекой и богатой Швейцарии, на власть не претендовал. В Швейцарии его знали под двумя именами – Пак Чол и Пак Ын. Типичное поддельное имя для того, чтобы окружающие не догадались о статусе юноши. Закрытый, скромный мальчик, который любил плавание и баскетбол, знал несколько языков, ну так вот характеризуют Кима одноклассники. О привычках Кима известно немного, и это не точно. Ну, якобы он собирает кроссовки Nike, и у него здоровенная коллекция, и вроде как любит прихлебнуть заграничного виски. Говорят, что отец Ына, Ким Чен Ир, особенно трепетно относился к младшенькому, так как он был от любимой жены и во многом походил на отца. В середине 2000-х, когда его братья отвалились от престола, Ким Чен Ын вернулся из Швейцарии в Корею. Помните такой фильм «Крестный отец»? Там также молодой парень Майкл Корлеоне приезжает из армии на свадьбу сестры. Он совершенно не связан с мафиозными разборками своего клана, он не хочет власти. Но волею судеб он вынужден вступить в борьбу, чтобы защитить семью, и в итоге становится ужасным криминальным авторитетом. Тут примерно так же, но в финале ты становишься не крестным отцом, а отцом корейского народа. Надо оговориться, что КНДР, как никакую другую страну, окружают огромное количество мифов. Эта страна такая бабайка мировой политики. Вот, например, одна из выдумок, которую распространили южные корейцы. Тут нужна небольшая историческая справка. Южная Корея и Северная Корея ненавидят друг друга настолько сильно, насколько могут ненавидеть друг друга поссорившиеся близкие родственники или родственные народы. Две половины Кореи воевали жестко и долго, с 1950 по 1953 годы. Но вот уже 70 лет прошло с момента прекращения активных боевых действий, а между странами нет мирного договора, и война официально продолжается. Но вернемся к мифам, которые распространяют о Северной Корее южные корейцы. Якобы в 2013 году Ким Чен Ын расстрелял свою любовницу, певицу Хен Соль Воль за участие в съемках порно. В этой новости странно вообще все. Ну, во-первых, неясно, была ли она любовницей. Во-вторых, никто в мире, наверное, не видел северокорейского порно. Не было, конечно, и кадров расстрела. Просто Хен Соль Воль пропала с экранов, но через год нашлась. Живая и здоровая, ее вновь видели на каком-то там официальном северокорейском мероприятии. Другая мифическая новость касается дяди вождя Чан Сон Тхэка. Его долго называли регентом при молодом Ким Чен Ыне. Но быть регентом при Ким Чен Ыне – дело такое себе. Дядю в итоге казнили, возможно, за попытку госпереворота. Однако в СМИ появилась история, что Ким Чен Ын не просто расстрелял дядюшку, а скормил его сотни голодных псов и радостно хохотал, глядя, как те терзают тело родственничка. Хоть дядю действительно казнили, но историю про сотню голодных псов придумал шутник из соцсети Weibo. Это такой китайский аналог Твиттера. Новость из юмористического блога перепостила известная гонконгская газета Вэнь Вэйпо. А следующие газеты и телеканалы уже ссылались на именитую газету, не зная первоисточника. И новость быстро влетела в мировой топ. Так что любая нелепость из КНДР в принципе может стать новостью. Ну, например, северные корейцы вывели огромного атомного динозавра, стреляющего лучами смерти в сторону США. Или Ким Чен Ын приказал убить всех людей с такой же классной прической, как у него. С одной стороны, звучит бредово, с другой, ну почему бы и нет, это же Северная Корея. Так вот, между тем, уже в 29 лет Ким Чен Ын стал генералом армии и возглавил страну, которой управляет до сих пор. И строит там свой идеальный мир, где все подданные почитают его за полубога.
스스로들 또 다른 피해 복구 지역으로 При этом о жизни простых людей в Северной Корее известно немного. Обычно страшилки оттуда рассказывают бежавшие за границу северные корейцы. Но где в их словах истина, а где желание получить убежище, не до конца понятно. Те же, кто бывают в Северной Корее, чаще всего смотрят ее столицу, город Пхеньян. А о жизни страны сложно судить по его столице. Это образцово-показательный город. И чтобы жить там, северному корейцу, нужно получить специальное разрешение, подтвержденное справками о доходе и достатке. А кроме того, он и его семья должны иметь идеальный социальный статус. Поэтому все в Пхеньяне любят партию и правительство и ходят чистыми и нарядными. А выглядят обычные жители КНДР так, как им разрешит их отец Ким Чен Ын. Девушкам в КНДР запрещают носить мини-юбки и слишком откровенные наряды. На улице Пхеньяна дежурят модные патрули, такие команды суровых пожилых дам, которые ловят провинившихся и могут сдать в участок на перевоспитание. Мужчины в КНДР одеваются скромнее женщин, всем цветам они предпочитают серый, черный, ну или хаки. Можно увидеть и цветные рубашки, но это скорее исключение из правил. В целом, мода однотипная, нет тех, кто ярко выделяется из общей массы. Кстати, джинсы там вне закона. Их нельзя носить ни мужчинам, ни женщинам. О том, чтобы мужчины прокалывали уши или красили волосы, даже речи нет. Но и у женщин не видно ни крашеных волос, ни пирсинга, ни татуировок. Что идет вообще в жесткий контраст с тем, какими мы привыкли видеть жителей Южной Кореи. А ведь не забываем, что это один народ, разделенный границами и идеологиями. Но для северокорейцев такие показные вещи лишь отвлекают их от строительства общества светлого будущего. Исключение из таких норм – дети. В Северной Корее они одеваются и ярко, и пестро, и в джинсы, и в майки с Бэтменом, например. Это корейцы объясняют тем, что пока они еще не подросли для построения светлого будущего, и можно так вот подурачиться. В общем, пропаганда до них не добралась. Частной жизни как таковой у северокорейцев нет. Вернее, она напоминает такую жизнь в огромном пионерлагере, где за гражданами, как за детьми, сурово следит вожатый Ким Чен Ын. Частной квартиры, где ты можешь вот так запереться от всех и почилить, не существует. Даже адреса квартиры у корейца нет. Вместо частной собственности есть Инминбан. Это такая община, группа по 20-30 квартир. У каждого Инминбана есть староста, пожилая женщина с ключами от всех квартир. И в любое время она может проверить, как вы живете, что читаете, с кем спите. А раз в неделю каждый кореец обязан выступить на собрании самокритики. Это такие тренинги личностного роста по-северокорейски. Человек перед коллективом встает и рассказывает, что он сделал плохого за неделю, где не исполнил заветы вождя, а товарищи слушают его, критикуют, ну а в конце выступающий обещает исправиться. Рассказывать о Северной Корее вообще и о Ким Чен Ыне в частности, это как подглядывать за соседом в замочную скважину. Фактов мало, а слухов много. Ведь Кимы получили в свою собственность целую страну с 25-миллионным населением и заперли ее на ключ. И пока была сильна советская система, КНДР могли одернуть из Советского Союза или из Китая, мол, вы там погуманнее, ребята. Но с середины 90-х годов страну предоставили саму себе. Это как если бы вот вы управляли офисом на 15 сотрудников и внезапно вам подарили всех сотрудников в рабство. Хочешь казни, хочешь парады с ними устраивай. Только здесь не офис, а целое государство. 25 миллионов человек. Причем власти это население яростно дрессируют. И делают это настолько удачно, что большинство жителей КНДР на самом деле чувствуют себя довольными и счастливыми детьми. У них есть общий папа, который знает, как лучше и обо всем позаботиться, если детишки будут слушаться. Если надо, похвалит, если надо, покормит. А если не будут слушаться, то по жопе получат. В КНДР существует огромная система трудовых лагерей и практикуются публичные расстрелы неугодных. Причем расстрелы устраивают на стадионах при сотнях зрителей. Как жизнь в КНДР подается в местных газетах и с местных телеэкранов? Вокруг враги. Даже такие титаны, как Советский Союз, рухнули. А почему? Да потому что предали свою идеологию. Они верили в коммунизм, но продались капитализму. И посмотрите, что происходит дальше. Ужас и кошмар, весь мир в огне. А у нас тут уже 75 лет. Тишь да благодать. Расстрелы, репрессии, голод иногда. Но главное стабильность и предсказуемость будущего. А все благодаря кому? Нашим вождям и доблестной армии. Слава Ким Ир Сену, слава Ким Чен Иру, слава Ким Чен Ыну.
Вожди носят в КНДР статус полубожественный, и день рождения каждого – это государственный праздник. Причем название праздника говорит о масштабе личности в глазах северокорейцев. Так, День Солнца – это день рождения Ким Ир Сена, День Звезды – день рождения Ким Чен Ира, а День Галактики – это день рождения Ким Чен Ына. Кстати, когда он родился, никто толком и не знает. Официально это 8 января 1982 года, но возможно, что год был 1983 или 1984. Те, кто знал маленького Кима, говорят, что родился он все-таки в 1984 году, но 2 года ему накинули для красоты, чтобы год его официального рождения, 1982, приходился на 70-летие его деда Ким Ир Сена. Тот родился в 1912 году, и сразу же на 40-летие его отца Ким Чен Ира. Тот родился в 1942, и тому тоже якобы в свое время накинули годик к возрасту. Сегодня молодой Ким Чен Ын воспринимается корейцами как непререкаемый авторитет и мудрый наставник. В понимании северокорейцев они своим послушанием, трудом и верой в дело партии построили идеальное государство. На приезжих с Запада они смотрят как на глупых, заблудших дурачков, которые со своей личной свободой просто не понимают, как же это клево жить в едином коллективе и делать одно общее дело. КНДР он такой огромный муравейник, где все подчинено спасению колонии. Отсюда, кстати, постоянные страшилки с запусками ракет и разработкой атомного оружия. Эти жесты КНДР регулярно и буквально отправляет на Запад. Эксперты ломают голову, ну как, мол, так? Умный же парень Ким Чен Ын, знает языки, жил на Западе, учился уму-разуму там, мог же вернуться и построить дома демократию. Оказался таким же, как его родственники, даже пожестче. Если подумать, то ничего странного в этом нет. Во-первых, КНДР — это сложная система интересов, кланов и бизнеса. В стране есть целая прослойка людей, которые делают деньги. Причем бизнес не является частным. Это партнерство с государством. Но страна производит там свои продукты, технологии, строит дома, выпускает военную технику. И эти люди кровно связаны с руководством КНДР. Резкие перемены могут лишить их и власти, и баблишка. Для КНДР такой публичный имидж долбанутых неадекватов, которые чуть что превратят континент в радиоактивный пепел, прекрасная защита. Дьявольский образ Северной Кореи вообще крайне выгоден прежде всего самому Ким Чен Ыну и его окружению. И если исходить из этой логики, то он уже не выглядит неадекватным злодеем, скорее продуманным и хитрым политиком, который смог удержаться у власти в крайне токсичном окружении. Ну а в конце несколько шокирующих кадров, как я и обещал. Эти кадры не для слабонервных. Есть те вопросы о Северной Корее, которые задавать стыдно, но я не мог их в свое время не задать. Вопрос звучит так: едите ли вы собак? На этот вопрос вам ответят: да, у нас это деликатес. И вот как выглядит суп из собаки, который я заказал в Пхеньяне. Если вам будет интересно, то когда-нибудь я могу смонтировать ролик о том, как я этот суп ел. Но что же касается Ким Чен Ына, если прослеживать его путь от третьего младшего сына в непростой семье до единоличного владельца персонального государства, то можно лишь поздравить Кима с таким приобретением. Это все действительно выглядит как в сказке, только случилось в реальности. Поэтому строчки песни «Я знаю точно, невозможно, невозможно» вполне могли бы быть его личным гимном. Ну а для нас эта история интересный пример того, что в принципе достичь можно любых результатов, главное сильно захотеть и начать действовать. Но если надумаете, пожалуйста, не стройте еще одну Северную Корею. Лучше бизнес, семью или счастье. На этом пока все. Надеюсь, этот пример был для вас интересным, в чем-то вдохновляющим. Пишите в комменты, чьи истории вы хотели бы услышать в следующих выпусках. А также ставьте лайк. Лайки принимаются даже из Северной Кореи, принимались бы, если бы там был доступ к всемирному интернету. На этом все. Я и Ким шлют вам привет.